Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вот счастье-то привалило. Перебирала кусочки мебельной ткани, приводила их к общему знаменателю. Где была возможность, нарезала детали 10 на 10 сантиметров. А теперь будем работать с ними. Здесь нет одинаковых тканей, все разные, но плотные и мебельные. Способ работы самый простой. Для начала будем сшивать квадратики попарно, темное со светлым. Для удобства работы рассортируем детали по кучкам. Отдельно темные, отдельно светлые. Цветные тоже отдельно. А дальше будем работать методом научного тыка. Для тех, кто не знает, объясняю. Тык и мык – это древнерусские ученые. А чуть позже к ним присоединился еще и самоучка как-то так. А потом все вместе они основали корпорацию «Так и надо». Ткани у нас плотные, мебельные. Прошитые детали разворачиваем, а для того, чтобы швы не топорщились, расправляем их на две стороны и закрепляем машинной строчкой. Шить надо много, поэтому работаем как на производстве, поточным способом, шьем гирляндой, нитки не обрываем. В своем изделии я определила, что мне достаточно ширины полотна в 4 квадрата. Значит, будем соединять попарно уже готовые детали. Вот на этом этапе мы уже можем составлять узор. Главное следить за тем, чтобы цвета распределялись равномерно. Мне очень повезло, что все ткани имеют одно предназначение – для обивки мебели. И уже сами производители позаботились о том, чтобы цвета всех тканей гармонично смотрелись рядом, даже в одном изделии. Заметьте, что ярко-желтый, оранжевый, алый, белый, лимонно-желтый не кричащие расцветки, а немного приглушенные с добавлением серого. Когда работаем за швейной машинкой, все детали собирали гирляндой на одну нитку, общий центральный шов. Это очень облегчает последующую работу. Серединки совпадут автоматически. Складываем отшитые ряды и прошиваем заготовки. При шитье надо следить за тем, чтобы совпадали швы. Если хотите, то можно воткнуть булавочку в шов, но можно обойтись и без нее. Ткани плотные, не растягиваются. Все швы мы прошиваем. Потом также расправляем и закрепляем машинной строчкой. Знаете, по сложности описания работы это самый простой мастер-класс, а по затраченному времени на работу один из самых трудозатратных. Все легко и просто, если режете заготовки из больших кусков тканей.
А когда каждый кусочек ткани приходится буквально спасать из мусора, это занимает очень много времени. И шить большие объемы, даже при ускоренном способе работы, тоже быстро не получается. Всего у меня в работе было 232 квадрата. Но от этого и радостнее результат, и чувство гордости. Да, я смогла это сделать. Конечно, у всех возникает вопрос, что же это такое получилось, нафиг оно надо и с чем его едят. У меня есть кое-какие задумки. Всего я нашила 4 таких широких и длинных заготовок. Работу с ними еще продолжу. А вам подкидываю несколько идей. Это может стать декоративной подушкой, или сумкой, или постелушкой на скамейку, или накидкой на кресло, или ковриком. А может, все эти заготовки соединить вместе в одно полотно и сшить большое покрывало. В общем, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Не обязательно в своих работах каждый раз выдумывать что-то невероятно сложное. Нестареющая классика – квадраты в лоскутном шитье. Всегда актуальны. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!